Здравствуйте, уважаемые видеозрители и видеозрительницы. В эфире правда.ру, я, военный обозреватель Александр Артамонов. Сегодня хотел рассказать вам о самом закрытом и секретном проекте авиапрома и, пожалуй, всей системы военно-промышленного комплекса России. Речь пойдет о перспективной машине МиГ-41. Вообще-то, сегодняшняя дата, а сегодня у нас на календаре 26 октября, для МиГа далеко не случайна, ибо именно сегодня МиГ-31БМ принял участие в приполярном Урале в учениях, в ходе которых поднимался на чуть ли не заатмосферные высоты, работал на потолке, можно сказать, своих возможностей и поражал условные цели. Участвовали 2 авиаполка и, собственно, вся задача была выполнена в срок и так, как это, в принципе, и было зафиксировано командованием. Поэтому МиГ-31 по-прежнему в строю и показывают хорошие летные и боевые результаты. Но, тем не менее, все-таки надо помнить, что эта машина, можно сказать, лучший истребитель 4-го поколения из того, что имеется у России, а тогда еще имелось у Советского Союза. Так вот, этот истребитель был создан все-таки в далеком 1975 году. Он был оснащен и по-прежнему, естественно, оснащен ракетой «Воздух-воздух» и впервые для истребителей такого класса фазированной антенной решеткой. Поэтому его можно по ряду параметров назвать совершенно уникальной машиной, способной работать на скоростях, составляющих 2,5 Маха, то есть 2500 километров в час, что, естественно, очень хорошие результаты даже для сегодняшнего дня. Но вот уже сейчас, где-то в течение последних пары лет, было объявлено о создании совсем новой машины. Машины, которая пока условно, а может быть и окончательно, будет называться МиГ-41. На самом деле, эта машина разрабатывается уже с 90-х годов. И речь идет о сверхскоростном, дальнем истребителе-перехватчике, способном опять-таки работать чуть ли не на пределах, на границе ближнего космоса, и машине, которая может сбивать не только ракеты, то есть маломаневренные цели, летящие в атмосфере, но в том числе и ракеты, выходящие за пределы атмосферы, и спутники. То есть, исходя из этих задач, уже понятно, какие будет выполнять функции этот наш новый истребитель. И тут весьма любопытно, что подобная машина нужна, наверное, и исключительно России. Ну, может быть, еще Канаде и Соединенным Штатам нечто подобное тоже нужно, потому что машина такого класса и машина, специализирующаяся не на воздушном бою, а именно на поражении, как я сказал, маломаневренных целей, это все-таки удел держав с большой континентальной протяженностью и с экспозицией, то есть с определенным, скажем так, аспектом уязвимости относительно страны-агрессора именно в области ракетной атаки. То есть в переводе на русский язык Россия должна и может столкнуться с такой угрозой, как большое количество ракет, запущенных по ее территории, и тут ничего лишнего не будет, в том числе и новый истребитель МиГ-41. Почему эта машина должна поражать спутники, опять-таки понятно. Потому что в настоящее время совершенно невозможно воевать без спутникового вооружения. И мало того, никто теперь без спутников не определяет расстояние до цели, просто не ведет навигацию. И, собственно, выполнение боевой задачи без спутников невозможно. Соответственно, ослепить противника – это опять-таки то, что, наверное, сможет делать МиГ-41, который будет являться неким дешевым вариантом того, что американцы разрабатывают уже сейчас силами корпорации Boeing. Когда я так говорю, я имею в виду их проект с условным названием X, который уже в течение 4 лет регулярно поднимается на орбиту в качестве якобы космического грузовика, а на самом деле находится там в течение многих сотен дней, проводя опасное маневрирование поблизости от ряда станций. В ходе своей последней миссии он был замечен неподалеку от китайской станции космической. Соответственно, из этого делают выводы о том, что американцы готовят некий спутник-убийцу. Так вот, МиГ-41 будет являться одним из так называемых
как говорили в советские времена, ответов Чемберлену. То есть возможностью при помощи истребителя, то есть крылатой машины наземного базирования, поражать спутники, не превращая все в некую стратегическую оборонную инициативу а-ля Рейган и в «Звездные войны». Еще одна из особенностей МиГ-41, которая, скорее всего, обязательно проявится, это помимо действительно очень и очень, опять-таки, передового вооружения и неуловимости, соответственно, для того, чтобы можно было скрытно действовать, он будет иметь некие малозаметные контуры для обнаружения противником, и, скорее всего, ракеты будут прятаться в корпусе, а не на пилонах, не на подвеске будут находиться. Так вот, кроме того, МиГ-41 призван быть действительно скоростным истребителем. Опять-таки, вспомним о том, что у нас протяженность границ 1000 километров, надо быстро долететь до цели и быстро ее поразить. Соответственно, МиГ-41, как, по крайней мере, считают многие эксперты, будет летать на скорости 4 махов, то есть 4 и выше 1000 километров в час. На таких скоростях стоит вопрос о пилотируемости, то есть о том, будет ли он управляться при помощи человека или с земли. Но вот беда, к сожалению, с эпохи КБ Яковлева еще советских времен, потому что именно КБ Яковлева занимался БПЛА, Россия, а до этого СССР несколько отстают в области беспилотников, и, к сожалению, тяжелые 90-е и эпоха Ельцина, в частности, ну а до этого Горбачева, помешали созданию в срок действительно перспективных проектов беспилотного летательного аппарата. Поэтому создать истребитель, способный реагировать в режиме реального времени на различные угрозы и вести какой-никакой, пусть не маневренный, но бой, все-таки эта задача более тяжелая, чем создание роботехники классического образца, который, повторюсь, у России пока еще нет. И в качестве врезки просто скажу, что новейшая техника в этой области у Израиля, у корпорации IAI, продукцию которой копируют даже американцы. Отстают в значительной степени русские и в данный момент еще французы, которые пытаются, как и мы, собственно, наверстать упущенное и, опять-таки, выйти в число ведущих держав в этой области. Также, наверное, МиГ-41 будет снабжен, ну, если не лазерным оружием, то очень может быть, что неким его аналогом. Вот тут начинается уже просто, скажем так, научная фантастика, потому что предсказать, что конкретно и как будет разработано в течение ближайших 10 лет, а именно такой срок наш авиапром дает себе в составе военно-промышленного комплекса, чтобы поставить новый МиГ-41 войска, так вот, предсказать, каким образом оружие разовьется еще за 10 лет, фактически маловозможно. Но мы знаем, что американцы упорно работают над созданием боевого лазера. Насколько у нас ведутся исследования, по крайней мере, они велись 20 лет назад, когда мы были способны на очень многое, возможно, ведутся и сейчас, но это, естественно, абсолютно засекреченная тема. Также надо понимать о том, что МиГ-41 должен будет противостоять сверхзвуковым ракетам. Уже сейчас у нас есть ракеты, которые летают со скоростью 6 махов. Я, в частности, о «Цирконе», но не только «Циркон» в данный момент уже существует на стадии разработок, у американцев есть тоже некий аналог. И понятно, что такая ракета способна поражать цель, даже не неся никакого боевого заряда, просто при помощи своей колоссальной кинетической энергии. Соответственно, перехватчик, а в данном случае МиГ-41, должен обладать возможностями как-то остановить такую ракету. Отсюда можно прогнозировать, какое вооружение будет нести наша эта новая перспективная боевая высотная машина. Ну и, собственно, напоследок я хотел бы еще добавить одну вещь, это сказать то, что достаточно удивительно, но этот истребитель будет разрабатываться не только КБ Микояна, что на улице Поликарпова, пришлось работать поблизости в КБ Сухого, поэтому хорошо знаю этот адрес, но и комплексно всем военно-промышленным комплексом. По крайней мере, именно так было заявлено спикером ОАК, Объединенной авиационной корпорации. То есть машина будет действительно очень и очень перспективной, и сразу в нее будут интегрированы те инновационные решения, которые до этого сразу, ну, скажем так, в новый проект никогда не зашивались. То есть
это будет действительно очень и очень перспективная платформа под дальнейшее развитие, ну, может быть, лет на 50. Когда я говорю лет на 50, то здесь нет, опять-таки, никакой беллетристики в силу того, что, напомню, с чего я начал, МиГ-31 увидел свет и был запущен в 1975 году. А это уже, как вы сами понимаете, более 40 лет, и он продолжает быть на боевом дежурстве. Поэтому, конечно же, новая машина МиГ-41 тоже должна быть в эксплуатации, ну, никак не меньше расчетный период, естественно, с условием последующих модернизаций. Нам остается только пожелать этой машине высокого старта и ясного неба, и очень-очень надеяться от лица всех заинтересованных экспертов, что МиГ-41 приятно удивит нас не менее, чем и продукция сухого пятого поколения. Большое спасибо за ваше внимание. В эфире была правда.ру и я, военный обозреватель Александр Артамонов, об истребителе МиГ-41. До новых встреч в эфире.